Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. Совсем недавно вышла новая модель от фирмы Rayfield Model. Это советский основной боевой танк Т-80У в 35 масштабе. А знаете ли вы, что есть еще две модели этого танка от других производителей? Есть! В 2018 году фирма RPG выпустила данную модель. И в этом же 2018 году фирма Трубач представила свою модель данного танка. В этом ролике покажу все эти наборы. И начну со самой свежей модели от фирмы RFM. Итак, дата выхода модели 2023 год. В коробке литники с деталями, траки наборные, гофрированный шланг и веревка-трос, фототравление, декаль, цветная инструкция для сборки. Литник с корпусом танка. Ванна его выполнена в разобранном виде. Ствол орудия не располовинен. Ствол пулемета рассверлен. Сам пулемет собирается из большого количества деталей. Надгусеничные полки. Бочка выполнена из 4 частей. Решетки имеются фототравленные. Бревно выполнено в одну деталь. Четко показана имитация древесины. Два одинаковых литника. Катки с прекрасно проработанными бандажами и с отличными насечками. Еще одна бочка. Звезды. Два варианта маски основного орудия. И на данном литнике еще два варианта масок. Но на данной модификации используется именно один из этих двух вариантов. Дымовые гранаты «Туча». Два одинаковых литника. Здесь находятся блоки динамической защиты. И еще «Тучи». Башня танка. Два одинаковых литника с траками. Траки наборные, рабочие. Для упрощения сборки есть кондуктор. Резиновые втулки и резиновые бинокли траков. Все оптические элементы модели выполнены из качественно прозрачного пластика. Гофрированная трубка для топливной системы и веревка-трос. Немаленькая такая плата фототравления. Декаль на 4 варианта окраски.
Офигенная инструкция, цветная, сделана в виде книжечки. Есть содержимое набора и подробные шаги сборки. Некоторые узлы сборки продублированы, или показаны фотографией. Вариантов окраски 4. Российская армия 2014 год. Южная Корея 2017. Российская 2015. И снова российская 2011. И по первому набору это все. Переходим ко второму. Т-80У от фирмы РПГ. Год выпуска 2018. В коробке находятся литники с деталями, это естественно. Наборные траки. Декаль, металлический трос, фототравление, металлические и резиновые детали и инструкция для сборки. В отличие от первой показанной мной модели, здесь ванна корпуса выполнена в собранном виде. Башня. Верхняя часть корпуса. Надмоторная плита состоит из нескольких деталей. Набор комплектуется фототравленными решетками. Надгусеничные полки. Ствол основного орудия отлит несколькими частями и располовинен. Но зато он содержит одну фототравленную деталь. Маска орудия. Нет, она не такая убогая, конечно, сверху еще будет резиновая часть. Бревно отлито с креплениями, выполнено в одну деталь и имеет имитацию древесины. Воздухопитающая труба для преодоления водных преград и детали комплекса ОПВТ на этом литнике. Два одинаковых литника со звездами. Литник из черного пластика. Маска орудия. Детали юбки пронумерованные. Втулки здесь имеются. И такой же литник, но сделанный уже из резины. Три одинаковых литника с катками. Катки хорошо проработаны. Отличные бандажи, четко все. Три одинаковых литника с динамической защитой.
4 литника с траками. Траки наборные, рабочие. Звенья гребни отлиты отдельно. И есть кондуктор для сборки всего этого добра. Резиновые бинокли траков. Литник с прозрачными деталями. Металлические детали. Тучи вот вижу. Резиновые гофрированные трубки. И еще одна оточенная металлическая деталь. Не определил ее. Плата фототравления. Декаль на 5 вариантов окраски. Трос металлический. Инструкция. Инструкция великолепная. Есть перевод на русский язык. Есть описание прототипа на русском языке. Содержимое набора и подробные шаги сборки. Схема окраски модели и нанесения декалей. Их 5. Первый — Российская армия, 2015 год. Второй вариант — Выставка вооружения Россия, 2014 год. Третий — Форум армия, 2008. Четвертый — Южнокорейская армия, 2017. И заключительный, и он же пятый — Российская армия, 2011 год. И по этому набору все. Набор номер 3 от фирмы Трубач. Год выпуска 2018. В коробке находится литники с деталями, наборные траки, две платы фототравления, декаль, металлический трос, инструкция для сборки и схема окраски модели и нанесения декалей. Начну с ванны корпуса. Она собранная, можете в этом и вы убедиться. Башня танка. Верхняя часть корпуса. Ствол орудия располовинен. Воздухопитающая труба. Литник с динамической защитой и юбкой. Маска орудия. Тучи и ковуши. Сетки, как и в предыдущих наборах, имеются фототравленые. Надгусеничные полки.
Два одинаковых литника с бочками и звездами. Звезды. Бочка состоит из 4 частей. Четыре одинаковых литника с катками. Катки неплохие, хорошо проработаны бандажи, насечки имеются. Четыре одинаковых литника с траками. Траки наборные, рабочие. Гребни выполнены отдельно. Также есть и кондуктор для сборки. Вот такой вот резиновый литник. Здесь две маски орудия и бревно. Ну, бревно, так себе бревно. Имеется и еще одна маска орудия, также резиновая. Литник с прозрачными деталями. Фототравление, две платы. Декаль на 4 варианта окраски. Металлический трос. Инструкция для сборки черно-белая. Имеется содержимое набора. И есть, конечно же, подробные шаги сборки. Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. Вариантов 4. Чей и когда не написано, но предполагаю, что все российские. Ну и на этом все. Хотите от РФМ, можете от РПГ или желаете от трубача. Выбор за вами. А я с вами ненадолго попрощаюсь. Очень надеюсь, что в этом году покажу вам Туполева 95-го от звезды. Очень на это надеюсь. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.